Всем привет! Мы сейчас в Арене парк, пришли в торговый центр. Здесь появилась еще одна вот такая красивая новогодняя декорация. Точнее, каждый год они одни и те же здесь. Ну что это у тебя такое? Подарок, да? Подарки здесь. Деды Морозы. Классно. Сейчас хочу снять для вас видео про новогоднюю коллекцию LC Waikiki. Мира, только не садись на них. Хорошо, давайте. Себя тоже сниму на фоне этой красоты. Как красиво, да? Класс. Видео о LC Waikiki, наверное, выйдет позже, либо раньше этого влога. В общем, это будет отдельное видео. Для вас еще в планах снять у меня видео из Котона, если там что-то есть. Из магазина Котон, имею в виду, если там есть какие-то новогодние коллекции. Но я, правда, не знаю, есть они там или нет. Тоже нужно все это смотреть. Мира попросила взять самокат. У нас, кстати, идет дождь на улице. Да. Мы одеты в торговом центре, не удивляйтесь, у нас просто торговый центр открытого типа. Мира нет. Пошли с этой стороны обойдем. Мира, идем за баба, иди. Едь за баба, едь. Наш папа пошел себе чикёфте купить вот здесь. Так вот, у нас торговый центр открытого типа, и сейчас мы на -1, получается, этаже. Здесь крыша есть, но здесь очень холодно, тут всегда дует. В общем, так получается, что здесь холодно, и нам приходится тут утепляться. Так, где наша Мира? Вот наша Мира. Пока мои там покупают, сниму вам витрину Караджа Home. Такая тарелочка красивая. Вот такой вариант новогоднего стола. Мне кажется, очень много елок. Вот, красивая композиция. Магазин вот так называется, как в рамочке, видите, Караджа Home. Смотрите, какую красоту сделали. Это мостик здесь такой, и там вот на входе и на выходе сделали такие подарочки огромные. Так красиво. Вот такая еще у нас здесь зона с Дедом Морозом. Слушайте, надо, в общем, брать фотоаппарат и приходить сюда. Ну, очень красиво. Круто. Мы зашли в Практикер. Тут, наконец-то, все новогоднее. Ну, что-то даже как-то не дешевле, чем в Мигрос, я смотрю. Вообще, это магазин такой, где есть все. Всем доброе утро. У нас вот такая вот погода ужасная. За окном дождь, шквальный ветер. Ветер вы увидите или нет? Сейчас посмотрю. Вон, видите, как деревья колышутся. Мы только проснулись. Миру в садик решила я не вести из-за этой погодки. Пусть со мной дома посидит. Мы завтракаем. У Миры вот такие вот шоколадные хлопья с молоком на завтрак. Вкусненько тебе? Нравится? Да? Ты любишь? Кушай. Это единственное, что она сама кушать может ложкой. Все остальное я кормлю. Это давай в садике, она мне что-то купила. Да, это я тебе в садик принесла. А у меня вот такой вот опять завтрак, яичница в хлебе, ветчина, огурчики, авокадо и большая кружка кофе. Сейчас мы позавтракаем и будем... Чтобы они белые. Да. Будем разбирать новогодние игрушки, наверное, и украшения. Уже пора все-таки. Займемся этим сегодня. Мы уже сели разбирать огромный пакет. Вот такой. Ой. Давайте вместе с вами посмотрим, что там есть. Я уже, конечно, сама ничего не помню. Давай мне подавай пакет. Какой-то мусор. Я тут вооружилась салфеточкой. Потому что на случай того, если вылезет какой-нибудь паучок, я ужасно боюсь насекомых, чтобы я его быстренько прибила. Так, Мира, подожди, давай порядок, будем доставать. Ой, что это такое? Так, это бусики, стой, давай посмотрим. Это только бусы здесь. А, игрушки красные. Видно, нет? Игрушки вот такие красно-золотые игрушки.
Это муж, кстати, принес в прошлом году с елки, которая была у них там где-то когда-то на работе. О, есть еще, между прочим, некоторые серебряные игрушечки. Смотри, они нам подходят. Микрофон передвинул. Подожди, наверное, я посмотрю. Давай вместе разберем. Ну давай, ну мы что, вместе разбираем. Давай. Так, ну в основном там золото с красным. Какой тусой. Да, золото с красным не очень подходит. Так. Я извиняюсь за то, что не шелестит. Ой, мама, такой тусай, самочи. Да, давай, ложись туда. Давай. Нашла шкурку нашу. Она, правда, грязная, я даже не знаю, как ее отмыть. Это шкурка с Алиэкспресс, я в прошлом году ее заказывала. Хорошая шкурка, но она здесь полиняла. Не знаю даже от чего. И здесь еще какое-то пятно. Вот это пятно я вообще не видела в прошлом году. Ну, в общем, такая шкурка. Будем ее отмывать как-то. Красиво. Так, поехали дальше. Это такая вот штука фата. На самом деле это фата. Я ее под елку ложу, закрываю как бы ствол елки. Вот такие самоклеившиеся. Ну это вообще самоклеившиеся. Это не надо доставать. Обои, потому что мы другое уже будем смотреть. Самоклеившиеся обои я не обклеивала камин в прошлом году самодельный. Шапочки новогодние. Давай одень. Одеть тебе? Это на бутылку такая. Такой чехол. Ну давай мне одень. Одевай мне. Давай. Ну. Наши сапожки, носочки, башмачки. На камин их вешала, хорошие. Не знаю, правда, в этом году. Мира, подожди, я буду ими пользоваться или нет, потому что что-то красного мне ничего не хочется. Так. А кто это оторвал бубончик? Мира в прошлом году оторвала, по-моему, да? Угу. Я буду в шапочке. Так, дальше смотрим. Вот такая у нас есть звезда. Звезда. Аккуратно, Мира, не ходи там. Дуделка. Только она грязная, не надо в рот брать. О, это гирлянда дождик. Мируня, отойди, пожалуйста. Ты же не видно. Только на подушку садись. Нет места. Дай на подушку сядь. В общем, вот такая гирлянда дождик, ее просто нужно распутать. Я буду ее вешать на окно. Вот. В этом году тоже буду это делать. Да? Это что? А, это для камина рисунок внутри самого огня. Дай мне. Свечки вот такие, которые зажигаются. Не зажигаются, а на батарейках они горят. Вот такие. Что-то батарейка уже слабенькая здесь, наверное. Вам, наверное, даже не видно будет, как они горят. Поехали дальше. Это гирлянда обычная. По-моему, она с теплым светом. Мне больше все-таки нравится теплый, чем холодный. Ой, мам! Там даже где такие? Да, набор свечей. Заказывала в прошлом году с Алиэкспресс. Я увидела, что они созданы. Да. Вообще. Вот такие, как под натуральные свечки. Созданы. Мира, так нельзя говорить. Ой, Вот да я такие. попаду сеськи. Красивые свечечки. Дальше снежинки. Бумажные, это как бы гирлянда, бумажные Ну, снежинки. поехали, ребят. Поехали, ребятки, туда поехали. Угу. Так. Вот такие у меня есть золотые звезды и красивые олени зеленые. В общем, я смотрю, что у меня золотых игрушек больше всего. Еще есть такие шары, набор шаров золотых. И вот такие вот золотые звезды. В общем, в прошлом году я делала елку золотую, я так понимаю. Мама, тут сильно светит, а тогда деду сильно светит. И вот такие маленькие шарики, красивенный цвет, я его обожаю. Такой бирюзовый. Ну, я не знаю, под серебряные они вот, кстати, бы пошли. В общем, мне надо купить серебряные шарики, набор серебряных шариков. И, возможно, я их смешаю с вот этими вот шарами. С бирюзовыми будет вместе красиво смотреться. Золото вообще, конечно, не катит. Ох, жаль, конечно, что нету ничего такого. О, еще одна гирлянда. Сколько у меня гирлянд, смотрите. Вот такая, вот такая. Вот это, по-моему, цветная, если я не ошибаюсь, уже не помню. Короче говоря, две длинных огромных гирлянды. И остался тут дождик, вот такой зеленый. Зеленый с золотым. Золотой с серебряным такой. Так, белые снежинки. Вот это мне нужно. Это мне подходит. Вот смотрите, как красиво сочетается белое с бирюзовым. Хочу такую, в общем, елку в этом году.
Это гирлянда. Смотри, Мира, какая гирлянда. Ой, Вот. такая. И еще такие же, как белые, еще золотые снежинки тоже не подходят на них. И все, пакет закончился, слушай. А, еще у меня, кстати, я вспомнила, что у меня была звезда объемная, серебряная. Сейчас я ее найду и к вам вернусь. Нашла я вот 2 звездочки. В прошлом году заказывала с Алиэкспресс, но они поздно пришли, после Нового года, поэтому я так ими не пользуюсь. Вот такая одна, она в сложенном виде, сейчас будем раскладывать с вами ее. И вторая пришла синяя, кстати, вот тоже мне подходит. Вот эту синюю я заказывала, там не было выбора цветов, какая попадется, такая придет. Поэтому даже и хорошо, что мне пришла синяя, хотя в прошлом году я расстроилась, потому что она мне не подходила. Но в этом году как раз то, что нужно. Так, что-то она, не пойму как, раскладывается. Ага, все. Так вот ее нужно сделать. Кстати, в нее можно ставить свет, да, гирлянду. Где бы найти? Сейчас я попробую, кстати, это сделать. И она будет красиво светиться. В общем, это такой аналог икеевских таких звезд. Так, сейчас. Я, по-моему, что-то неправильно сделала. А, да, ее нужно было завязать внутри. В общем, мне это не получилось. Мира, подожди, все завалила. Вот такая звездочка одна. Сейчас еще давайте вторую соберем. Я что-то не пойму, как они завязываются вообще. А, надо протянуть, наверное, этот жгут. Вот вторая такая большая, прямо ничего себе. Вот тебе на маленькую. Спасибо. Я еще большую не собрала. Еще не надо разобраться, как ее собрать. Сейчас я соберу, наверное, потом вам покажу, что собрано в видео. Наконец-то я собрала звездочку. Вот такая звезда. Большая достаточно. Можно туда гирлянды как-то, не знаю, как напихать. Красиво будет так висеть. Думаю, что на окно я повешу. Не знаю даже пока куда. Или поставлю, может быть. Ее можно поставить, кстати. Красивая звездочка. И синяя тоже сделала. Вот такая. Тоже сейчас дособираю. Будет красивая тоже звездочка такая синяя. Вот так вот. Это все, что я оставила из того пакета. Белые игрушки, серебряные игрушки, вот такие вот. Звезды, шкуру. Вот эта красная тоже, наверное. Еще такую игрушечку нашла. Это Мире на утреннике дарили в прошлом году. Свечи здесь. В общем, мне нужно купить белый или серебряный, скорее серебряный, набор серебряных игрушек. И что еще? И дождик серебряный и белый, наверное. И все, и можно будет уже елочку нашу украшать. Вот еще с гирляндой, не знаю, что делать. Есть у меня вот такая, это теплый цвет. Именно просто теплым светит. А есть еще, где цветные огоньки. Я не знаю, какую мне на елку повесить, такую или с цветными огоньками. Ну, в общем-то, с цветными огоньками, конечно, будет повеселее. Но, с другой стороны, елка-то у нас в 2 цветах только. Хотя, с третьей стороны, теплый цвет не подходит к серебру, нужен был бы холодный. В общем, не знаю, подумаю еще над этим. Буду сейчас это все разбирать, еще нужно попылесосить, там все насыпалось. А, еще вот этих оленей оставила. Ну, я думаю, на зеленой елке будет отлично смотреться. Вот, а сейчас хочу повесить все-таки на штору нашу гирлянду или уже вечером. Для тех, кто не видел, не смотрела я в прошлом году, вот наш камин прошлогодний. Я вам показываю вверх ногами, потому что он стоит у меня на боку. Выкинуть жалко, но в этом году ставить его я не хочу. Много места занимает. В общем-то, не буду столько я пространства в этом году занимать, как в прошлом году. Но на фотках он круто смотрелся.